Всем привет! Сейчас я вам покажу, как спроецировать траекторию кривой на плоскость. В данном случае я использую обычную сетку, которую можно немножко отредактировать, добавив в нее выступы и впадинки. У меня есть объект, на котором есть анимация. Траектория примерно такая. Задача в том, чтобы спроецировать эту кривую на нужную мне плоскость, смотря через камеру. В данном случае используется ортографическая камера. Вот ее настройки. Важно, чтобы траектория оставалась точно такой же, именно в плоскости камеры. В плоскости мира кривая должна находиться на плоскости этого меша. Для этого нам нужно создать маленький отрезок кривой. Он у меня уже есть, но я сделаю для примера еще один. Пока скрою все объекты. Когда мы сделали маленький отрезок, нужно его отскейлить, чтобы он стал меньше, и поставить значение максимально маленькое. Для нас достаточно значения в 1/1000. Нужно не забыть зафризить его. Дальше. Нам нужно взять нашу кривую и положить в объект, в котором есть наша базовая анимация. Саму кривую в виде точки нужно не забыть обнулить, чтобы ее пивот стал ровно в центр нашего объекта. Теперь нам нужно спроецировать нашу точку на плоскость. Для этого мы посмотрим еще раз через нашу камеру и убедимся, что наша кривая, траектория, находится ровно над плоскостью. В данном случае не хватает немножко плоскости, я ее перемещу и увеличу, чтобы кривая была внутри нашей плоскости, нашего периметра. Теперь я выберу наш отрезок в виде точки и выберу нашу плоскость. Нажимаю Edit Mesh, открываю настройки Project Curve on Mesh. Здесь ставлю базовые настройки, ничего не трогая, и жму кнопку Project. Появились такие объекты. Можно скрыть нашу точку в виде кривой изначальную, чтобы мы ее случайно не повредили. А эта кривая, она имеет пивот в нуле мира. Нам это не мешает. Для того, чтобы увидеть положение этой кривой, спроецированное положение, нам нужно создать локатор. Теперь локатор нужно приконстрейнить к этой кривой. Но констрейнить его нужно не обычным констрейном, не parent и не point, а motion pass. Выбираем локатор, выбираем кривую. И открываем настройки Attach to Motion Pass. Здесь сбрасываем настройки и отключаем Follow. Делаем Attach. Проверим нашу анимацию. Как вы видите, проецирование происходит. И если даже мы сейчас будем менять нашу анимацию, проекция будет работать. Также можно менять еще и меш. Либо его вращение, позицию, либо саму структуру. Проверим наши траектории. При определенном ракурсе исходная траектория очень сильно похожа на спроецированную траекторию. Посмотрим на это сквозь нашу камеру. И отрисуем нашу траекторию. В плоскости камеры траектории совпадают идеально. И мы можем запечь наш объект на новую траекторию, если это необходимо. В целом это все.